Всем доброго времени суток, дорогие друзья, киноманы и просто скучающие зрители. Ну что, все уже, кто хотел, успели посмотреть новый, громкий и невероятно хваленый фильм гениального Кристофера Нолана. Скажу честно, лично у меня, учитывая всю ту информацию, которая сливалась в сеть до премьеры, не было ни малейшего желания тратить на это кино ни время, ни деньги. Тем не менее, начитавшись восторженных отзывов от критиков и обычных пользователей в сети, я решил оценить это собственными глазами. И каково же было мое удивление, когда, придя в кинотеатр, я увидел зал, забитый почти до отказа. Почему, подумал тогда я, это так хорошо работает реклама? Или сыграло громкое имя режиссера, на которое люди идут, почти не задумываясь? А может быть, подавляющая часть современных зрителей вообще не вникает в подробности того или иного проекта, и им глубоко плевать, что именно они потребляют с больших и не очень экранов. В итоге, четвертые выходные мирового проката позади. Заветная планка в $1 миллиард достигнута. Боссы студии Universal подсчитывают прибыль, а Кристофер Нолан купается в лучах всемирной славы. А это значит, что все недовольные и так называемые хейтеры посрамлены. Ведь как однажды иронично заметил один известный писатель, миллионы мух не могут ошибаться. К моему огромному сожалению, я всеобщей радости и эйфории от просмотра, а также по поводу безумного финансового успеха этого кино разделить не могу. И причина здесь предельно проста. Потому что я читал бессмертное произведение Гомера. Поэму, которая была написана почти 3000 лет назад и успешно дожила до наших дней. Видимо, как раз для того, чтобы Кристофер Нолан в 2026 году смог без особого труда переписать ее вдоль и поперек, изменив характеры героев, ключевые настроения и внедрить новые смыслы, изменив и исказив саму суть написанного древнегреческим поэтом. Давайте по порядку. С чего начинается этот трехчасовой многомиллионный прогрессивный блокбастер? С какого-то афроамериканца, который стоит перед зрителями и с пафосом выкрикивает несвязанные в единое предложение слова. Кто это вообще такой в фильме? На древнегреческого поэта и сказителя Аэда этот чувак явно не тянет. Поет ли он торжественную песнь под фламингу, как у Гомера в поэме пел слепой и почтенный Демодок или Фемий? Нет! Этого грека, как и почти всех остальных в этом фильме, в угоду современным расовым квотам и так называемому инклюзивному разнообразию, легким движением руки заменили на черного рэпера, кричащего в зал и стучащего палкой по полу. Каково, а? Кто-то, может быть, скажет, да ерунда, или нормально, или что в том такого. Но чтобы понять, что здесь не так, в голове нужно иметь как минимум масло, а не маргарин. Чтобы читать, думать, анализировать, сопоставлять. Но кому оно надо? Это кино идет почти 3 часа. Повествование выглядит сумбурным и рваным. И ты сидишь в кресле и думаешь, когда же оно уже поскорее закончится. При этом, что самое парадоксальное, немало важных событий, которые были в поэме Гомера, здесь попросту вырезаны или же максимально ускорены. Каждые 10-15 минут просмотра я стабильно ловил фейспалмы. И то с возмущением, то с нервным смехом выкатывал глаза от происходящего на экране абсурда. Возможно, для людей не читавших все будет звучать и выглядеть норм. Но как минимум не для всех. Это во-первых. А во-вторых, учитывая качество современных голливудских лент и их навязчивую идеологическую составляющую, я выскажу одно, возможно, не очень популярное мнение. Люди, читайте книги. Поэма Гомера вызывает куда больше глубоких чувств, эмоций и искреннего сопереживания, чем трехчасовой фильм Кристофера Нолана. Вернее, даже не так. Фильм Нолана вообще не вызывает никаких чувств и эмоций, кроме возмущения и непроизвольного желания посмеяться там, где, казалось бы, никакой комедии быть не должно. Окей, что по конкретике все же? Какие проблемы? Неужели единственная претензия и недовольство – это рэпер в начале фильма, спросите вы? Естественно нет, и где-то в глубине души вы это понимаете. Потому что если бы дело было только в Лупите Нилонго или Элли Пейдж, то в принципе мог бы получиться вполне себе сносный фильм. Но как я уже говорил в своем предыдущем видео, кстати, если вы его не смотрели, обязательно гляньте, ссылка появится на экране, проблема здесь гораздо глубже и масштабнее. Здесь весь каст – это один большой винегрет из представителей разных народов и рас. Как будто мы смотрим фильм не про архаичную Элладу, а про современную Калифорнию во всем ее неповторимом разнообразии. Афроамериканцы на главных и второстепенных ролях. Азиаты, евреи, латиносы. Все кто угодно, кроме самих греков.
Да и пес с ними, с греками, верно? Ну нет их и нет. Казалось бы, откуда в Голливуде им взяться? Вопрос тут в другом. Как насчет банального уважения к чужой истории и культуре? Как насчет попытки хоть немного соответствовать той исторической эпохе и народу, о котором вы снимаете эпос? Нет, это работает только в том случае, когда речь идет об африканских вымышленных странах и их историях, верно? Их лицемерие не знает границ. И главное, не нужно стараться. Ведь, к сожалению, большинство людей даже не задумываются о подобных вещах. И с удовольствием бегут в кинотеатры, отдавая свои кровно заработанные деньги. Все ведь знают, что американец – это гражданство, а не национальность, да? Современное белое население США по большей части состоит из потомков англичан, немцев, ирландцев, итальянцев, поляков, шотландцев, французов. Уже эти ребята куда больше визуально похожи на древних греков, чем кореец, индиец или еврей. Эти вещи думающему, неравнодушному зрителю трудно игнорировать. Они выбивают из колеи, мешают погружению и рушат ту самую магию кинематографа. Ты просто не веришь в происходящее, понимая, что перед тобой на экране не великая история ахейцев, а какое-то очень дорогое, но абсолютно неуважительное костюмированное представление. И, кстати сказать, плохо написанное. Диалоги скудные, характеры и мотивации переписаны. Справедливости ради, среди всей этой бочки дегтя совершенно неподходящего актерского состава хочется выделить одну ложку меда. Единственным выразительным светлым пятном в этом нелепом наборе оказался Роберт Паттинсон. Он превосходно перевоплотился в отданный ему образ и продемонстрировал высокий уровень актерской игры. Вот он, настоящий злодей. Но, увы, даже его отличная работа не способна спасти этот отвратительно написанный сценарий. Следующий главный вопрос после каста – это зачем? Зачем, по-вашему, они переписывают классику, подгоняя происходящее в произведении под современную, либеральную и якобы прогрессивную повестку? Давайте пройдемся по фактам. Во-первых, в фильме Нолана нет богов. Вообще. Экранизировать древнегреческий эпос, полностью вырезав из него Олимп и сделав из высших сил банальные галлюцинации от посттравматического синдрома, это не просто легкая редактура, а эдакое сценарное вредительство, которое переворачивает историю с ног на голову. Весь античный мир держался на идее присутствия высших сил и взаимодействия с ними. В фильме же Нолана главный герой предстает не набожным античным царем, а разочарованным, скептичным человеком с психологией современника, который открыто идет на конфликт с божественным порядком. В отличие от оригинальной поэмы Гомера, где Одиссей глубоко религиозен, у Нолана он демонстрирует жесткий скептицизм и бросает богам прямой вызов. Этот мир все еще полон сказочных мифических существ, таких как Сцилла, Циклоп и Сирены, но из него полностью удалены небожители, а также их влияние на путь героя. Нет и истории с Иовом и мешком запертых ветров. А ведь у Гомера это важнейший психологический урок. Не боги, а именно грехи, глупость и шкурная зависть самих спутников Одиссея развязывают мешок и разворачивают корабли назад, когда берега Итаки были уже на горизонте. Во-вторых, посмотрите, во что фильм превратил женские архетипы. Возьмем Калипсо. В поэме она прекрасная, вечно молодая, бессмертная нимфа. Она искренне любит Одиссея, предлагает ему бессмертие и держит его в цветущем раю, отпуская только по прямому и суровому приказу Зевса, переданному Гермесом. В фильме же разменявшая шестой десяток Шарлиз Терон играет женщину, похожую на побитую жизнью торгашку с местного рынка. Никаких нимф или богинь. Ее остров скуден и непригляден, жилище убогая лачуга. Она кормит Одиссея лотосом, как отравительница, чтобы он ничего не помнил, и с какого-то перепуга сама решает его отпустить. В фильме есть даже совершенно дикий диалог, когда Калипсо говорит, что такая их жизнь может длиться вечно. На что Одиссей ей отвечает: «Вечность для богов. Ты богиня?» Да, блин, она богиня, прикинь. Но Кристофер Нолан, в отличие от Гомера, так не думает. Потому что где он и где Гомер? Что хочу, то и ворочу. А что этот гений сделал с Цирцеей? В поэме она могущественная волшебница,
Гордая богиня, хозяйка роскошного дворца, подчиняющая своей воле даже диких зверей. В фильме же Цирцея это не богиня-соблазнительница, а какая-то оборванная, злая ведьма. Увидев мужчин Одиссея, она пугается, падает на землю и выдает фразу в духе: «Если я не буду сопротивляться, то больно не будет». Вы понимаете подтекст? Нам прямо пихают повесточку мету. Цирцея показана не как божество, а как травмированная жертва, ненавидящая мужчин. И да, она не только пугается их, но и прямо и явно выдает спич, полный обиды, злобы, ненависти и презрения, заявляя Одиссею после превращения его людей в животных, что они свиньи по своей природе, хотя они к ней даже не прикоснулись. А как насчет образа Пенелопы? Вместо символа верности, железной стойкости и мудрости перед лицом сотни наглых женихов, зритель получает истеричную современную активистку, которая на протяжении фильма постоянно жалуется на то, что трон занимают одни лишь мужчины и вокруг господствует патриархат. Идем дальше по сценарному маразму. Как вам история с циклопом Полифемом? Понравилась? Надеюсь, что нет. Потому что это что-то с чем-то. В поэме Одиссей проявляет хитрость, называя себя именем Никто. А затем, поддавшись гордыне, выкрикивает свое настоящее имя с корабля, за что Посейдон и проклинает его. В фильме же Циклоп это какой-то отсталый, немой монстр, который вообще не разговаривает с гостями и сразу же начинает их жрать. Но когда его ослепляют, он внезапно обретает дар речи и начинает молиться, призывая на помощь своего отца Посейдона. Откуда Посейдон должен узнать, кто именно ослепил его сына, если Одиссей не назвал своего имени? Кристофер Нолан, видимо, забыл подумать. Видимо, это и не важно. Ведь богов здесь нет, точно так же, как греков. А как вам сцена с листригонами? В произведении это были жуткие великаны-каннибалы. В фильме же это люди, полностью покрытые тяжелой броней, превосходящие греков в лучшем случае в 1,5 раза. Кстати, как вам эта убогая броня на листригонах? Натянуть на персонажей эпоса бронзового века подобные доспехи — это все равно, что вооружить их световыми мечами или современными автоматами. Выглядит одинаково дико и глупо. А обстоятельства их нападения? В англоязычном интернете эту сцену окрестили худшей сценой этого фильма. И люди рассудили так не без причины. Наш герой идет со своим отрядом по лесу и замечает сидящую к ним спиной на земле некую фигуру, которая после обращения к ней выпрямляется и поворачивается. Оказывается, это ребенок ростом со взрослых грецких мужей. К пацану обращаются спокойным тоном, объясняя, что они пришли с миром, и им нужна пища. Но пацан ни с сего ни с того сначала начинает смеяться, а потом внезапно орать, как-то. На зов ребенка сбегаются отмороженные родители и начинают всех херячить без разбора. Прямо как в наше время. Не правда ли? Мало того, что выглядят эти так называемые великаны максимально абсурдно, так еще вся эта сцена один сплошной цирк. Или давайте, к примеру, возьмем визит в царство Аида. Из него вырезали важную, печальную сцену. Встречу Одиссея с умершей матерью Антиклеей. Вырезали гордого Аякса. Зато вставили персонажа Синона, которого играет трансгендер Эллиот Пейдж. Синона, как вы можете знать, нет в Одиссее Гомера. Но в фильме этот персонаж заменил собой великого Ахилла и вещает в подземелье больше, чем сам пророк Тиресий. Так что появившееся задолго до выхода фильма предположение о том, что Эллиот Пейдж будет играть Ахиллеса, отчасти стало пророческим. Ведь по сути Ахиллеса просто заменили персонажем, который был написан и введен специально для Пейдж. Кстати, перед уходом на Троянскую войну Одиссей в фильме говорит Пенелопе: «Пообещай мне, что если я не вернусь до совершеннолетия Телемаха, ты выйдешь замуж за другого». И Пенелопа за это бьет его по щеке. Знаете, я специально перепроверил этот момент по тексту поэмы. И действительно, в 18-й песне Одиссеи Пенелопа сама пересказывает женихам слова мужа, произнесенные им перед отплытием. В переводе Александра Сальникова это звучит так: «В крепкие руки свои взял мою он и так говорил мне:
«О, ты супруга моя! Знай, из пышно-поножных ахейцев верно из строя не все возвратятся в родную отчизну. Ты же пекись об отце и об матери милой, о доме, так же, как прежде пеклась, даже пуще. Меня ведь не будет. Ну а как сын наш с тобой возмужает, тогда и сама ты замуж иди, за кого пожелаешь, ему дом оставив». То есть Гомер действительно писал о том, что Одиссей разрешил жене второй брак, когда сын повзрослеет. Но Гомер не писал о том, что жена дает царю пощечину. Пощечина мужу. В Древней Греции. Царю. А когда Одиссей в фильме возвращается на Итаку, он на голубом глазу заявляет Телемаху, что у Пенелопы, цитата, были все основания забыть его. При этом в фильме Одиссей не раскрывает своему сыну тайну того, кто он такой. Сам Телемах делает такой вывод потому, как странник отреагировал на старую, полуживую собаку. При этом никаких ярких эмоций на лице, никакой всепоглощающей радости от встречи с отцом спустя 20 лет у парня не наблюдается. Насколько здесь все плохо? В поэме Телемах и Одиссей льют слезы радости от того, что юноша наконец обрел отца, а славный герой от глубокого отцовского умиления и облегчения. А вместе с ними плачет и неравнодушный читатель. Но если же сами персонажи в фильме не испытывают подобных искренних светлых чувств, то откуда им взяться у зрителя? Защитники картины в один голос кричат, что Нолан снял прекрасное антивоенное кино. И я не против антивоенных фильмов. Наоборот, я только за. Потому что война – это страх, боль и разрушение. Это то, с чем человечество в 21 веке должно было давно покончить. Но у меня простой вопрос. Почему для того, чтобы снять антивоенный манифест, нужно обязательно исказить древний эпос, переписав его до неузнаваемости? Как насчет того, чтобы снять фильм про ужасы современной войны? С персонажами, задающими реальные, неудобные вопросы? Нет? И кажется, я понимаю почему. Ведь тогда режиссеру пришлось бы проявить честность. Пришлось бы показать не просто солдат с посттравматическим синдромом, а откровенно сказать, истинные причины любых войн кроются в природе общественно-экономических отношений, в борьбе за ресурсы и рынки сбыта, а не в том, что все мужчины по натуре дикие животные. Впрочем, зная современный Голливуд, даже в таком фильме Нолан наверняка бы поставил во главу угла не системный анализ, а банальную тему звериной мужской природы. Это ведь так удобно списать пороки системы на биологический пол. В чем же проявляется антивоенная суть этой картины? На протяжении всего трехчасового фильма Одиссей не высказывает абсолютно никакого сожаления о том, что они сделали с Троей. И лишь в самом конце, перед финальной битвой, он, галлюцинируя и глядя на образ убитой троянской девушки, говорит Пенелопе: «Что если твой Одиссей потерял себя? Что если сжечь стены Трои, значит сжечь весь мир, включая свой дом?» Сжечь Трою – это сжечь свой дом, поняли? Знаете, как это называется? Попытка натянуть сову пацифизма на глобус архаичной Греции. Это же чистой воды исторический анахронизм. Откуда у него эти терзания? В культуре той эпохи уничтожение вражеского города считалось высшей воинской доблестью, а не преступлением. Но если сценарист так хотел показать скрытую боль героя от ужасов войны, почему он вырезал превосходную сцену из 8-й песни Гомера? Напомню, на острове Фиаков слепой певец Димодок поет песнь о падении Трои и о хитрости с деревянным конем, прославляя подвиг Одиссея. И Одиссей, слушающий это, начинает горько плакать, закрыв лицо пурпурным плащом. Гомер описывает это потрясающим сравнением. Так сокрушенная плачет вдовица над телом супруга, павшего в битве пред градом своим и людьми, отгоняя беспощадный день от детей и от града. Так от печали текли из очей Одиссеевых слезы. Вот где глубочайший психологизм. Вот где истинная трагедия войны. Но в фильме этого нет. Нет острова Алкиноя. Нет слез над песней. Нет божественного поэта.
как нет ничего святого у создателей этого долбанного фильма. Самое интересное то, что даже Эмили Уилсон, известная феминистка и переводчица Одиссеи, чье прочтение поэмы вдохновило режиссера на образ Мэтта Дэймона, жестко разгромила фильм. В своей рецензии для британского издания она буквально уничтожила проект Нолана, прямо заявив: «Мне было бы стыдно написать хотя бы одну строчку этого отвратительного сценария». Филолог разнесла то, как режиссер превратил древнегреческого героя в типичного для себя травмированного персонажа, страдающего от ПТСР и современного чувства вины, вместо того, чтобы показать хитрый и жестокий характер гомеровского трикстера. Уилсон отметила тотальное отсутствие глубины, назвав раскрытие тем памяти примитивными, диалоги плоскими, а инклюзивный каст Зендей и Лупитой пустой глянцевой ширмой. Досталось фильму также за полное отсутствие секса и даже за то, что еда в кадре выглядит отвратительно. Когда автор первоисточника, чьим переводом Нолан публично восхищался в интервью, открыто плюется от экранизации, это еще один серьезный звоночек. Что же мы имеем по итогу? Читая восторженные отзывы зрителей, а также глядя на безумные мировые сборы и завышенные рейтинги на MDB и гнилых помидорах, начинаешь отчетливо понимать, что-то с людьми не так. Что-то в мире окончательно навернулось. Притом уже давно. Посудите сами. Кастрированные ремейки Дисней, бессмысленные сиквелы Терминатора, уничтожение Крепкого Орешка, изнасилованный Ведьмак, переписанные Кольца Власти, паразитирующие на ностальгии, слившие весь канон Пробуждения Силы и Последние Джедаи, а теперь еще и Одиссея Нолана. И это все собирает миллиарды, пока зрители послушно несут свои деньги в кассу. Гомер создал вечную историю о поиске дома, а Голливуд в очередной раз превратил ее в визуальный аттракцион, где за спецэффектами и глупыми сценарными решениями потерялась человеческая душа. Режиссер, которого непонятно за какие заслуги возвели в ранг гениев, кажется, просто заигрался в собственную исключительность, забив на то, что великие тексты требуют не только огромного бюджета, но и бережного отношения. Если вы посмотрели Одиссею Нолана, напишите в комментариях, согласны ли вы с критикой Эмили Уилсон. Что вас впечатлило в этом кино? А какие решения вы посчитали неудачными? А может, по-вашему, в фильме нет неудачных решений и он идеален? Если вы решили пропустить эту премьеру, то от меня 100% понимания. Как вообще думаете, способны ли масштабные американские блокбастеры еще удивлять качественными сценариями? Или эпоха глубокого авторского кино в Голливуде окончательно уступает место громким, но примитивным повесточным аттракционам? Давайте ценить свое время, деньги и не позволять громким именам на афишах обманывать нас и наши ожидания. И еще раз, читайте книги, дорогие друзья. Гомера они переписать пока не в силах. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.